Рада приветствовать всех на канале. Сегодня мы с вами будем готовить желе. Желе бывает не только фруктовое или ягодное. Сегодня мы будем готовить его из овощей. Сегодня я буду использовать одну сырую свеклу. Корнеплод можно взять самый маленький. Окраска все равно будет очень интенсивной. Помните, что от размера свеклы будет зависеть не только интенсивность окраски, но еще и вкус готового продукта. Для того, чтобы замаскировать вкус свеклы, можно использовать любой фруктово-ягодный сок. У меня сока нет, поэтому я взяла обычную фильтрованную воду, 200 мл. На такое количество пюре по желанию можно добавить воды столько, сколько вам нужно. И пол-литра, и литр. Окраска все равно будет интенсивной. Нужно будет изменить количество сахара и количество желатина. От количества желатина будет зависеть плотность готового желе. Если желе будет использоваться для украшения кондитерских изделий, то тогда можно сделать плотнее. Если планируется употреблять из порционной баночки ложкой, то тогда можно сделать его не таким плотным. Я на 300 мл воды взяла 2 столовых ложки с горкой. Размешиваю и отставляю в сторону. Следующий яркий красивый корнеплод – морковь. Морковь тоже использую сырую и поступаю аналогичным образом. Тем временем желатин разбух. Отправляю его в микроволновку секунд на 30-40. Горячим его делать не нужно. Добавлю 2 столовых ложки сахара и немножко ванилина. Естественно, вместо сахара в такие соки овощные лучше добавлять фруктовые сиропы. Сюда я бы, например, добавила вишневый сироп. А в морковный сок, например, апельсиновый сироп. Но у меня нет ни одного из перечисленных сиропов, поэтому я добавила обычный сахар. Разливаю по формочкам не на полную их высоту, а примерно на 1/4 или на 1/3. Подойдут абсолютно любые формочки. Ставим их в холодильник, буквально на 20-30 минут. Это зависит от количества желатина и от того, насколько сильно вы его подогрели. И точно таким же способом я использую кожуру 2 свежих огурцов. Вы, наверное, обратили внимание, что я не подвергаю тепловой обработке сырье. Сок использую не кипяченый, воду использую тоже простую. Для увеличения срока годности продукта можно все это кипятить. Сначала доводим до кипения, тут же выключаем, охлаждаем до комнатной температуры и после этого добавляем желатин. Перед заливкой раствор процеживаю для того, чтобы там не осталось нерастворенных кусочков желатина. Желе из свеклы тем временем очень быстро в холодильнике встало. Заливаю морковное поверх него и опять же убираю в холодильник.
Минут через 30 яркое желе готово к употреблению. Для того, чтобы его достать, не повредив из формочки, можно положить ее в пакет и опустить на несколько минут в горячую воду. Края подтают и желе хорошо будет из формы. Или можно аккуратненько поддеть ножом и вынуть его. Желе получилось очень плотное, яркое. Идеально подойдет для украшения кондитерских изделий. Например, можно залить фигурки и украсить ими торт. Или можно подавать его как самостоятельное угощение. Детишкам, я думаю, понравится. Можно менять не только концентрацию желатина в растворе, но и концентрацию самого сока. Можно сделать его более прозрачным и с более тонким вкусом. Или, как я сегодня, использовать довольно концентрированный сок. Надеюсь, рецепт вам понравился. Вы найдете ему применение, попробуете. Разочарованы не будете. А у меня на сегодня все. Всем отличного настроения, всего наилучшего и до новых встреч на канале. Пока!